Последняя встреча в Майами. Украина изложила два аргумента, почему не надо договариваться с Россией. Это первый аргумент, это то, что линия фронта не настолько быстро продвигается, как хотелось бы России. И организована вот эта самая kill-зона, которая не позволяет резко менять линию фронта. И украинцы заявляли, что дальше будет больше. И поэтому, в общем-то, каких-то предпосылок для резких договоренностей с Россией, исходя из военной ситуации, они не видят. Кроме этого, они заявили о том, что ситуация в России сложная с экономикой. По расчетам некоторых западных экономистов, к концу года будут экономические проблемы. И я у себя в телеграм-канале приводил ссылки, причем это массово, эта цифра гуляет из отчета в отчет, из исследования в исследование. Это пишут европейцы, британцы, если можно считать, что они не совсем европейцы, островные европейцы, да. Это американцы, прямо с указанием ссылок на аналитические разработки. Они считают, что если экспорт России в долгосрочном периоде, вот потому что у нас сейчас падение после удара по балтийским портам и после перекрытия нефтепровода «Дружба» в течение недели было на 40%, но это в течение недели. А вот если это будет долгосрочно, то больше 30% падения экспорта энергоресурсов из России приведет к социальным потрясениям и политическим изменениям внутри России. Иностранцы в этом уверены. Вот они говорили о том, что, то есть, фронт стоит, у нас есть оружие и денег на 2 года войны. Я аргументировал, что действительно у них это есть. На год у них войны сейчас есть золотовалютные резервы, 56 миллиардов долларов, плюс ряд программ, которые были запущены ранее, по которым они получают средства за счет процентов золотовалютных резервов, еще проголосованных еще раньше, 2 года назад, в Венгрии. До сих пор идут выплаты по этим деньгам. Все вместе дает финансирование оружия на 2 года войны. Вот они сказали о том, что мы не нуждаемся в американском оружии, в американской поддержке. У нас и так все есть, и мы спокойно будем воевать год. Идет успешная мобилизация. Ну, успешно. Мы знаем, как она идет, но тем не менее она идет. Вот. И исходя из этого, из этих факторов, они предложили Соединенным Штатам не торопиться с договоренностями с Россией, потому что в течение года-двух переговорная позиция России может очень сильно смягчиться. То есть Россия будет не настолько жестко требовать выполнения своих хотелок. Вот все это послушав, Соединенные Штаты, во-первых, был написан доклад по этому поводу. И вроде бы как утечки с этого доклада существуют, где они анализируют аргументы Украины. В отмен Соединенные Штаты потребовали, чтобы до конца мая Украина выдала решение, согласилась с выводом войск ВСУ с Донбасса. Откуда взялось 2 месяца? И фактически это прозвучало как ультиматум. Члены переговорной группы, мы с вами уже про это говорили, они все настроены на переговоры. И все настроены на то, чтобы мир все-таки случился. Американцы подобрали со стороны Украины каждого персонально так, чтобы им было комфортно работать. Но у них есть директивы. Они не могут выйти за те директивы. Директива — это как бы задание на переговоры.
Они должны действовать только в рамках этих директив. Они получают, они разговаривают с американцами, они излагают аргументы, уезжают, излагают их Зеленскому. Повлиять на позицию Зеленского они не могут. И было заявлено о том, что у вас есть 2 месяца. Через 2 месяца Соединенные Штаты будут принимать решение, и это решение может им не понравиться. И сейчас вот эта цифра 2 месяца вызвала бурление. Как с нашей стороны, у нас нет такого чиновника, который бы не высказался о том, что вот у вас есть 2 месяца, вот, а дальше будет хуже, а дальше будет катастрофа. Что будет через 2 месяца? Есть разные точки зрения. И что будет в течение этих 2 месяцев? На Украине разные теории на этот счет. Некоторые считают, что вот эта вот программа, которая вот началась, когда было заявление Трампа о том, что собирались украсть миллиард денег USAID и отправить их на выборы демократам. Это и что есть свидетели со стороны Украины, которые готовы дать свидетельские показания, есть материалы по этим делам. Это часть той программы, которая сейчас будет реализовываться. И на Зеленского будет очень активно давить с точки зрения коррупции, разворовывания денег Соединенных Штатов, с тем, чтобы он согласился все-таки в течение 2 месяцев пойти на планы на требования Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказались в достаточно сложной ситуации. Понятно, что Трамп сегодня сказал одно, завтра сказал другое, послезавтра третье. Но здесь с Россией так не получилось. Получилось как? Вот как шли вообще переговоры? Была встреча, было до Анкориджа, Уитков приехал в Россию. Он заявил некие требования. Владимир Путин подумал и согласился. Сказал, да, хорошо, мы пойдем на компромисс. Мы не будем требовать города Запорожье, мы не будем требовать освобождения города Херсон. Но вот по этим 2 регионам останемся по линии фронта, а вот Донбасс вы нам освободите. Уитков уехал, Трампу сказал о том, что да, русские приняли наши условия. Был Анкоридж, была встреча на Аляске, где еще раз это все проговорили, пожали руки. И дальше Соединенные Штаты не смогли додавить Украину. После этого еще раз идет следующие переговоры, где Уитков говорит, слушайте, еще одна к вам просьба. Вот так настаивают эти европейцы и украинцы с тем, чтобы были гарантии безопасности. Русские говорят, да, хорошо. Кто же возражает? Мы не собираемся дальше воевать с Украиной, если она выполнит наши требования. Выполнит, и хорошо, мы за мир. Мы вообще изначально были за мир. Поэтому пускай выполняют, и дальше какие угодно, пускай дают гарантии Соединенные Штаты, но после того, когда они подпишут мир и выполнят все условия. После, не до того, как говорит Зеленский. Уитков говорит, ой, какие вы хорошие, добрые, как с вами хорошо договариваться. Я поехал. Им уже 3-й раз приезжать уже неудобно. Там вдогонку там. Слушайте, давайте мы, украинцы говорят, чтобы это вот эта зона, которая сейчас под контролем ВСУ, была такая условная, свободно экономическая. Русские говорят, да, хорошо, пускай ВСУ оттуда, главное, выйдет, а дальше уже там, пускай будет зона, нет вопросов. Уже нечего предлагать. Все, что они предлагали, мы уже на все согласились, с небольшими ремарками, поскольку оно не сильно противоречит. Поэтому приходится дожимать Украину.